Приветствую всех. Напоминаю, что через неделю я перестаю выкладывать расклады на этом канале. Да, вы можете смотреть меня либо в Телеграме, либо на основном моем канале. Некоторое время назад в Телеграме я делала расклад на тему «Какая вы книга?». Мне этот расклад очень зашел, и я решила продублировать, если вы не подписаны на Телеграм, продублировать и здесь эту тему. А поскольку здесь я записываю всегда короткие такие расклады, то и этот будет на одну позицию и коротенький. Посмотрим, какая вы книга. То есть какая вы книга, если можно было бы вас описать. Книга, во-первых, путеводитель какой-то, знаете, живой журнал, хочется сказать, да, либо путеводитель, либо живой журнал, в котором очень много информации, разной информации, легкой, здесь нету каких-то философских трактатов. Вот. Здесь, может быть, какие-то моменты наставления, какие-то моменты, не знаю, вот как передача какой-то информации, да, получение ответов. Но это, вы знаете, очень напоминает, как Google. Ответы такие достаточно поверхностные, скоростные, вот, может быть, в чем-то поддерживающие других людей. Но здесь вот такие интересные моменты, и это всегда про движение, да, то есть эта книга, либо она как-то, знаете, какая-то вот брошюрка, может быть, она идет с рук на руки, да, то есть вот как-то вот меняет своих хозяев, да, либо в свое время, да, в бывшем Союзе были эти телефонные каталоги, такие большие, в телефонных будках. Вот, заходила, и там можно было посмотреть. Вот что-то такое, то есть какая-то такая информация, где копится о всех, и при этом вот она как будто бы полезна, я не знаю, вот как календарь на каждый день, вот что-то такое. То есть вы полезны. С одной стороны, здесь идет легкость, да, то есть нет вот этой глубины, а с другой стороны, она вот как будто бы имеет практическую какую-то актуальность, да, вот пользуются все, не знаю, вот как записная книжка, вот что-то такое, то есть ей очень часто пользуются, вот как-то так, обращаясь к ней. О чем эта книга? Да, о чем эта книга? Книга о мире, да, о мире. Это может быть переводчик, кстати, да, тоже о чем пользуется. Это может быть переводчик, это может быть, очень напоминает какую-то социальную сеть, типа Тиндера, да, ну, то есть там, где можно, Твиттера, там, где можно вообще пообщаться, познакомиться, встретиться с разными людьми из разных концов мира. Вот, что-то такое. Либо какой-нибудь документ, том, связанный с законодательством, но какой-то, вы знаете, книга с акцентом на дипломатию. То есть, как, я не знаю, какие-то вот правила, какая-то дипломатическая книга, конкретная, либо как перемирие, да, как примирить, вот что-то связанное с законами, но здесь не законы вот именно всей страны, а вот какая-то определенная часть, да, вот то, что связано с миротворчеством, да, либо что-то, что связано с волонтерством, либо что-то, что связано с как-то вот со свободой, с правами людей, да, на свободу взглядов, на свободу самовыражения. Вот, может быть, какая-то книга по авторским правам, да, что такое. Какой-то жанр, ну, в принципе, я сказала, но в большинстве своем это то, что цепляет душу, да, то есть это может быть что-то такое любовное, однозначно это что-то такое легкое, да, опять же таки скажу, здесь нету вот каких-то научные, да, моменты, либо какие-то вот, ну, я не знаю, тяжелые восприятия. Здесь не учебники, да, здесь нету головоломок. Здесь все должно быть комфортно, приятно, больше какие-то вот связанные с беседой, это диалоги могут быть. Если мы говорим о жанре, это может быть поэзия, вот, это может быть проза, вот что-то такое достаточно легкое, либо любовные какие-то романы, но вот с содержанием того, что я уже сказала. Ну и давайте посмотрим опять же таки содержание, да.
Содержание. Ну, содержание комфортное, я бы сказала, и известное многим. То есть здесь нету чего-то такого внезапного, непонятного. Вот, может быть, она даже красиво как-то проиллюстрирована. То есть это не просто текст, там есть обязательно какие-то иллюстрации. Вот, красивое такое оформление. Почему-то в твердом переплете, да, не в мягком, и с белыми листами. Не желтыми, а белыми. И вот качество бумаги такое очень хорошее. Ну, еще какое содержание может быть у этой книги? Содержание, знаете, так как будто бы читаешь все спокойно, хорошо, потом гоп, какой-то вот что-то такое внезапное, да, появилось, как какой-то взрыв, либо если это сюжет, вроде бы все ровно как-то вот вы как-то засыпаете, потом как-то все неожиданно это закрутилось, это завертелось, и вы так затянуло вас, и вы такие в недоумении, то есть типа я хотела отложить эту книгу в сторону и пойти спать, а тут вот оказывается сюжет заворачивается, вот мне интересно, любопытно. Как это что? Вот тогда, когда все стихает, вот здесь какая-то новая бомба появляется. Да, причем такое, что вот все, завершение, конец, как и что, и вы в недоумении, то есть это действительно завершилось, либо это пауза какая-то. И тут появляется разворот какой-то любовной линии, либо возвращение что-то из прошлого, влияние прошлого, да, либо какие-то там психологические моменты. Вот какое-то такое содержание, но оно неоднородное, да, здесь нету вот какого-то такого повествования одинакового, то есть даже если это поэзия, да, допустим, на нее написаны песни, то, допустим, куплет он может быть таким спокойным, а вот припев он прям такой заряжающий, неожиданный, прям вот, ну, качает, да, здесь вайб такой очень интересный. Вот такой был расклад. Пишите свои комментарии, а я пожелаю вам всем отличных выходных. Всем пока-пока.